Всех приветствую! Добро пожаловать на игровой канал. Меня зовут Оскар. И сегодня у нас с вами очередная серия по игре DR Survival. Мы продолжаем прохождение ивента Контрабанда. Сегодня у нас стоит главная задача именно заполучить непосредственно из контейнера контрабандиста нашу, наконец-то, долгожданную разгрузку диверсанта. Из всего, что здесь имеется, и всех тех карточек, которые здесь представлены, я только жду всего лишь одну. Именно получение разгрузки диверсанта. И в дальнейшем уже меня интересуют именно вот эти два облика, которые мне бы хотелось бы заполучить. Карточку облика Деним машина и получается полевой гриль. Остальные, к сожалению, мне не так очень сильно интересны те или иные карточки. А может быть я ошибаюсь, может реально есть крутые карточки. Напишите в комментариях, на что можно реально обратить внимание, но, по крайней мере, из того оружия, которое здесь есть, ну, не так очень сильно меня мотивирует. Ну что ж, давайте приступим. Мы за это время успели набрать 2000 золотых жетонов, 7000 серебряных жетонов, и мы сегодня максимально по плану будем тратить где-то около 1500 золотых жетонов, если, к сожалению, не выпадет у нас с третьей, то есть только с третьей попытки выпадет у нас разгрузка. А если выпадет раньше времени, то тогда мы просто потратим меньшее количество жетонов, которые у нас есть. Ну что ж, приступаем. Первая попытка пошла, и первым получили снеки. Хорошо, пошли. Думаю, в первой десятке, как обычно, традиционная игра должна хотя бы дать 5% часть. Раньше так было. Ну, может быть, здесь так и есть, мы и получили. Получили первый, получается, фонарь контрабандиста, который успешно с поиска дает плюс 30%. Хорошее начало. Начало просто замечательно. Идем дальше. Посмотрим, как игра нас обрадует. Было бы замечательно, если на 50 мы с вами уже сразу закончили бы, получив разгрузку контрабандиста. Так, идем дальше. Проходим. Только фасоли получаем. Кстати, вот эти флешки, оказываются очень даже крутые. Я их прям полностью недооценил. Они прям хорошо играют в тактических вопросах. Я пару из них воспользовался, и меня очень сильно удивило. Будем тоже целенаправленно смотреть, как их можно в большом количестве заполучить. Так, идем дальше. У нас с вами 18-я попытка. Сейчас. И да ладно, на 19-й попытке нам прям выпал дециматор. Дробовик. Всего лишь 2 очка действия, дальность 5 для дробовиков вот очень высокие, потому что большинство дробовики у нас либо тройки, 1,5. Наносимый урон по броне, к сожалению, минус 25. То есть, получается, нужно по ним стрелять только не бронированных участников. Но это хорошие. И так мы с вами получаем фляжку. Флягу контрабандиста, которая нам дает 100 жидкости и 1% энергии. Ну ничего, мы к этому были готовы. И мы, видимо, в 50 попыток с вами воспользуемся. Даже мы больше сэкономим. Так, идем дальше. Ну, ну, к сожалению, по-моему, мало, да, попадалось повторные картинки. Мы пока сейчас идем чистую. Обратную флешку получили. Давай. Сейчас мы должны разгрузку получить на 40-м. И... И... Отлично, мы с вами получаем теперь наконец-то нашу разгрузку диверсанта, который дает лимит оружия +1 в бою, максимум очков действия +1 и дальность перемещения в бою +1. Ну, наконец-то мы ее заполучили. Здесь осталось всего лишь 9 попыток. Давайте мы их полностью добьем и посмотрим, что на этот раз нам дадут. Было бы замечательно, если нам дали пистолет из того, что здесь имеется. Было бы просто здорово. Так, идем дальше. И еще раз мы пополнили 75.
Да ладно, вы что, издеваетесь? На 46-м мы получаем, получается, Белла Чао, винтовку. Дальность 6, ну только очки 4 слишком много она забирает. Не знаю. Ну, хорошо, то, что есть, то, что, говорится, то, что дают, тот берем. Соответственно, но меня удивило то, что за 50 ходов мы сразу выбиваем, получается, 3 двухпроцентовых. Давненько, не то что давненько, вообще такого у меня не было. Мне, по крайней мере, в предыдущих ивентах всегда игра была очень жадной. Ну и последняя попытка. И что мы получаем? Получаем мы с вами пуск 6. Взрывчатка, гранатомет, урон. Столько дальность 2, 2 очка, эффект контузия, длительность 2 хода. Говорится здесь у нас. Ладно, заполучаем. Ну, я так думаю, что мы отлично с вами получили из контейнера контрабандиста. Когда самый первый день мы с вами рассматривали в обзорах, мы говорили, что важно получить разгрузку, ну и, может быть, из этой пятерки мы больше всего заинтересованы в дециматоре. И прям все в тютельку, все, что нам захотелось. Мы почти с вами потратили 1000, больше 1000, получается, количество жетонов. Ну, я думаю, это нормально. Очень даже нормально. Теперь нам нужно поэкспериментировать с те или иные процессами, которые у нас здесь есть. Так, мы выгружаем все. Мы почти сейчас выгрузили. Значит, получается, все оружие мы тоже выгрузили. Нам нужно обратно все ее загрузить. Так, где она находится у нас? Так, оружие смотрим. Да, вот вижу, раз мы обратно возвращаем. Потом здесь мы должны вернуть 2. И где у нас спуск? Не вижу. Вот он 3. Все, мы загрузили их. Давайте мы сразу их отметим, закрепим. Будем с ними полностью бегать. Закрепить раз, закрепить 2. И здесь закрепить 3, получается. Да, мы крепим. Прекрасно. Патроны всем к нему, по-моему, уже есть, да, у нас? Так что не будем церемониться, сразу поедем. Перед тем, как поедем, включим наш бубен. Удар бубна. Здесь мы поставим танец снежной бури, который дает 20% минус. Так, идем на самый верх. Радио ловушку. Кстати, мне интересно, радио ловушка, она одна бывает или еще вторая есть? Например, как это было в ивенте у нас Эмба, да, у нас были старые лаборатории, потом у нас были автоколонны, и, например, то же самое в китайском ивенте были, также были в новогоднем ивенте. А здесь имеются ли вторые еще уровни прохождения именно вот таких отмеченных э, мест? Очередной еще вопрос, который хотел бы тоже задать зрителям, может быть, здесь какой-то секретный тоже нету и квеста, как это было, например, в Эмбе, когда нужно было 6 автоколонн, да, нет, 7 автоколонн или 6 автоколонн нужно было зарейдить, и после этого только появлялся у нас секретный институт, на которых мы с вами добирались. Если такое имеется, напишите в комментариях, будем когда искать на просторах всей этой карты местоположение всех этих необходимых устройств, где мы будем будем их особенно рейдить. Так получается, хотя бы минимально сейчас мы с вами возьмем то, что мы всегда используем. То есть раз, два, три. А есть следующий минимально тоже сразу же мы используем. Два. И потом съедаем. Также, так как мы сейчас с вами хотим поэкспериментировать с разгрузкой. Подождите, разгрузку мы же с собой не взяли. Да, что-то мы поторопились. Надо разгрузку с собой взять. И броньку сейчас возьмем тоже полярную броньку и посмотрим, как она будет полностью взаимодействовать. Так, заходим назад. Здесь броньки у нас находятся в первой части. Также флягу берем с собой, почему бы и нет. Флягу надо взять. И что здесь у нас есть? Не вижу. А где разгрузка у нас находится, когда? Постойте. Вот разгрузку вижу. Все, загружаем. Отмечаем нашу разгрузку и отмечаем флягу. Так, разгрузка где-то здесь должна быть. Сейчас мы ее закрепить. И также мы закрепляем здесь нашу флягу. Закрепить. Отлично.
Что также у нас есть? Давайте посмотрим, может, еще что-то сейчас упустил. Так, мы получили флягу. Сейчас посмотрим, как она работает у нас, на чем она у нас держится. Здесь должен быть еще фонарик у нас, оказывается. Да. Давайте мы поднимем его и тоже закрепим у себя. Закрепить. Ну, думаю, все, что нужно были, взяли. Поедем быстро поэкспериментируем. Подождите, а полярная броня здесь у меня уже устроена? Да, полярную броню мы с собой взяли. Так, еще раз внимательно посмотрю. Она третьего уровня. Третьего уровня. Так что можно спокойно теперь добираться. Едем. Пилюля бессмертия уже закончился. Эффект здоровяка тоже у нас закончился. Ладненько. Так, получается, одеваем мы нашу... Ой-ой-ой, разгрузку. Она здесь, получается, разгрузка, да, у нас? Ну, куда получается, вначале нам нужно сделать следующим. Нам нужно одеть полярку. Так, мы одеваем. Теперь, получается, нам нужно одеть медицинский рюкзак. Немножко мы должны с вами сократить наше количество здоровья. Доведем до самого минимального возможно, сколько это возможно. Так, 30. Или 30, или 1% сделаем. Я просто что-то... э, эм, Ладно, сделаем так. 1% мы полностью оставим. Одеваем, получая разгрузку диверсанта. Бронька у нас одета, да, одета. Бронежилет Т-80 тоже мы одели, который у нас есть. И давайте, получается, забежим в радиоловушку. Так, здесь у нас что по здоровью? У нас скороход, 1 за 1, новогоднее настроение, дальность стрельбы. Да, у нас получается, мы с вами уже... Ага, мы сейчас не сможем использовать, потому что если сейчас мы используем, то мы с вами собьем. Пилюлю бессмертия давайте мы с вами. Или давайте сделаем так. Сейчас немножко здесь у нас произошло кое-какие моменты. Так, 150 достаточно будет. Мы здесь с вами воспользуемся. Раз, два, три. Хорошо. Там получается 26, да, у нас? И мы здесь можем аккуратненько... Так, пилюлю бессмертия тоже давайте съедим. И теперь обратно мы полностью снизим количество, которое мы с вами надели. Выделить. Пошло. Должно 6% остаться. Да, отлично. Одеваем мы... разгрузка у нас уже одета. Сейчас посмотрим. Да, разгрузку мы одели. Полярную броню мы полностью тоже все одели. Ну что ж, давайте теперь экспериментировать и смотреть, что теперь нас ждет. Заходим в радиоловушку. Здесь мы сейчас уберем вот эти части. Мы хотим использовать то, что мы заполучили. Так, здесь нету. Здесь... Кстати, здесь тоже их нету. Мы же взяли. А вот снайперская, получается, у нас 2700, да, у нас выходит снайперская. Ладно, снайперскую берем. И получается, у нас здесь спусковое устройство берем. И мы возьмем с вами непосредственно еще винчестер. Так, весь все в сборе, получается, мы взяли. Здесь я, получается, уберу вот эту часть. И мы все-таки возьмем наши хлопушки, которые будут на всякий случай нашей защитой, которой мы воспользуемся. Так, у нас есть карта, у нас есть соперники, и мы начнем следующие действия. Так. Такой, да, процедура у них получается. Я думаю, они побольше бьют по масштабу. Ладненько. Тогда, получается, сразу троих эти будем забирать. Или вначале снайперская поработаем. Кто у нас? Это у нас... Ага. Мы можем его сразу забрать. А мы можем даже с этого забрать. Почему бы и нет? Всего лишь 2. Один забрали. Угу. По дальности. Вот это я понимаю. По дальности это просто нереальная пушка, оказывается. Я просто ее вначале даже не доценил. Но это очень даже круто. Давайте мы когда пульнем с этим.
Что здесь будет? Контузия. Ну, я беру слова обратно беру свои слова. Оказывается, реально пушки имеют свой вес, если при использовании полярной брони. Ну, это реально круто. Скорость движения -1, шанс попадания -20 и дальность стрельбы -1. Длительность 2 хода. Хорошо, сейчас мы пропускаем наш ход. Немножко сюда отходим. Мне интересно, а суммируется ли контузия? Или контузия всего лишь один раз накладывается? Это, как обычно, свой кирпич бросит. Снайперская тоже хорошо работает. Так. Ну, это просто замечательно. На всю карту можно просто запускать. Здесь, получается, не меняется, вне зависимости, какой ты выбираешь. Здесь нет основного или повторного, да, у нас? Ай-яй-яй-яй-яй, как хорошо оно летит. Так, берем это и забираем вот этого. Да ладно, теперь можно с винчестера с дальней дистанции вот таким образом лупить. 4000 просто берет. Обалдеть. Вот это я понимаю оружие. Хотя изначально казалось, что они вообще не имеют никакого. Но теперь мы понимаем, что реально оружие, оказывается, крутые. Если их правильно использовать тактически. Подождите, давайте посмотрим. Нет, не получится, он все равно умрет. Как-то они быстро все умерли. Так, завершили. Забрать награду. Так, награду мы с вами забрали. Нет, мне так не интересно. Давайте мы еще раз попробуем один эксперимент, что-то все быстро не умерли. Мне нужно куда-нибудь сюда. Давай к этому к рассвету с города съездим. Там поэкспериментируем. Что-то они все быстро умерли. Не может быть все так, чтобы быстро было. Давайте еще раз. Сюда заходим. Заезжаем в комбинат. Вступить в бой. У нас все полностью имеется. Тот же самый комплект мы берем. И теперь можно здесь поэкспериментировать. Так, запускаем. Контузию делаем. С этой части, да, контузию делаем. Раз. Она будет накладываться? Нет, к сожалению, она не накладывается. Ясненько, мы это поняли. Так, здесь у нас как работает? Можно сразу так. Троих, да, у нас можно? Да, мы троих взяли. И у нас еще даже есть пострелять. Ну это же просто чудо же, а не оружие. Так, уходим сюда. Запускаем. А почему? Ладно. 171 и так далее. Мы забираем? Да, забираем. Так, правое крыло мы полностью освободили. И давайте еще сюда, может, запустим. Да, сюда запустим, чтобы дальний тоже контузию получил. Но это просто чудо. Это просто нереально. Я даже не знаю, как это объяснить словами. Мы просто за один ход всех полностью раскидали. Хотя на это требуется определенное количество времени. Так, ну здесь получается, давай, как обычно, с нашим любимым разнесем. Ну вот и все. Так что, уважаемые зрители, если оружие нужно заполучить, получайте ее срочно. Как раз именно с получением... здесь не хватает, да, у нас? Сейчас, подожди. У нас здесь где-то были таблетки. Вот они, вижу. Эврикогнол. Применяем его. Он стимулятор является, дает который 15% успеха поиска. И волшебным свойством мы уже можем спокойно 100% вариантом уже заполучать. Так, лишний не помешает. Полностью собираем. И здесь ставим отметку, что мы в этом городе уже полностью залутали. Зайдем сюда сразу же. Подожди, здесь объедем. И сразу же возьмем. Ага, здесь у нас, кстати, питчеры. Какой облик у нас питчеры делал? Надо их тоже заполучить, потому что времени... Так, здесь что дает? 95%? Ага, 95%. Тогда нам нужно его еще усилить, да? Берем бубен, ударить в бубен, и в итоге полярный свет. И сейчас должно быть 100%. Да, 110% мы с вами заполучили. Так, берем и обратно возвращаемся теперь на базу. Ну, оружие меня просто очень сильно удивили.
Или, по крайней мере, мы сейчас одели просто броньку, и поэтому так все замечательно и круто у нас с вами вышло. Но винчестер — это что-то чем-то. Это прям не пушка, а пушище можно назвать таким образом. Так, у нас здесь, мы делаем разгрузку. Теперь что еще осталось проверить? Фляга. Обычная простая фляга. Здесь в смысле, то есть пить. А в смысле наполнять ее? То есть получается, мы пьем 20 раз возможности ее попить по 100, и в итоге получается, мы еще должны ее наполнить. М, Вот такой получается механизм. Прикольно. А по поводу поиска, там тоже имеются какие-то батарейки или что-то нужно будет использовать? Давайте зайдем, посмотрим. Мы здесь не все же? Да, не все же. Заходим сюда. Давай здесь пролутаемся. Так, мы тебя убираем, ставим обычный фонарь контрабандиста. Успешность поиска 30% дается нам. Плюс при всем тех... Это что такое? Шифр контрабандистов. Если собрать достаточно таких шифров, можно выяснить координаты секретного схрона. М, Это что-то новенькое. Я даже не знал об этом. Ладно, собираем. А давайте сейчас быстро пройдемся, быстро соберем и посмотрим, где этот секретный схрон у нас находится, и мы сразу с вами как раз выполним. Так, давайте здесь так сделаем. И как раз сейчас и воду попьем. Так, разобрать сразу же. И так, обыскать. Собираем все. Телевизор можно? Нет, телевизор не берется. Ладно, быстро в этих домиках тоже сейчас быстро пролутаемся. Ну, по крайней мере, он хорошо для своих 30% находит. Подожди, а почему уже все больше не показывается? Куда исчезли? Так, у нас сейчас их стало всего лишь 3, да, штуки? У меня нету времени на вас тратить. Сейчас пропускаем. Только один раз в попытке, то есть дважды не дает. Все понял. Сейчас давайте в этих местах посмотрим. Собрали. Уже собрали, кстати. Мгм. Давайте выпьем что-нибудь от радиации, а то сейчас мы еще и умрем. Так, перебили. Сколько осталось еще? Целых 5 штук собрать. Ладно, собираем. Стойте, сейчас я даже ускорю этот процесс. У нас же есть фиолетовый, почему бы и нет. Давай сейчас ускорим. Надеюсь, мы не получили, к сожалению. Получили. Еще сколько осталось? Там еще должно быть 3 штуки где-то. То есть оно, получается, не каждый раз выпадает. Здесь нету. Все, что ли? Больше попадаться не будет? Да вы надоели мне. Ага, записка получилась. Давайте еще. 9. Осталось, получается, еще один раз. Давай сюда. Так, с радиацией сейчас. Сейчас, минутку. Выпьем. Ничего не вышло. А теперь... все собрали. Так, всех собираем здесь аккуратненько. И давайте посмотрим. Объединить. Ага. У нас показывает забытый схрон. Идем вниз, забытый схрон. Так, подождите. Дайте карту увеличу. Сложновато здесь карту, конечно, увеличивать. Неужели так далеко находится? Сейчас, минутку. Мы здесь поменяем погоду. Так, снежные бури.
Да, очень далеко они, конечно, забросили схрон. И что внутри есть, шифры контрабандиста привели меня к заброшенному строению, где наверняка оборудован тайник для хранения товаров, но кажется, не я один надеюсь здесь прибарахлиться. В бой. Ну, даже так. Ну давайте, так в бой, так в бой. Ага. Тут, получается, бандит у нас, ага. Стреляет. Ну, так себе скажу. Думаю, посерьезнее будет. Давайте нашу пушку. Сюда сразу же ее запускаем. Двоих мы остановили. Давайте сюда еще. Так, один готов. И получается, мы можем сделать следующим действием. Можем сюда, а может он сюда подойдет и к нас выстрелит, да? Ладно, давайте с Винчестера, когда этих двух гавриков заберем, пока они отдыхают. И мы приближимся к ним поближе. И мы сделаем следующим действием. Это вот сюда, вот так забросим. Все, мы двоих забрали. Точнее, большинство забрали. Осталась мелочь. Ага, он ослеп. Ну, этого, конечно... Вот так. Мы здесь забираем Винчестером. А здесь, получается, мы сейчас... Ну, зачем ты так? Раз движение будет, да, у нас? Мы попадем? Да, мы попадем. Давайте мы его сейчас обездвижим, а потом Винчестером полностью заберем. Конец хода. Я думаю, он будет просто... Так, с Винчестера можно забрать. Все. Теперь что там? Схрон явно сделан очень давно, но полезного в нем нашлось немало. Возможно, он не один такой. Не понял. Схрон явно сделан очень давно, но полезного в нем нашлось немало. Возможно, он не один такой. Раз получили мы ящик контрабандиста, и мы получили вот такие определенные с вами предметы. Так, смотрим. Здесь у нас эти коврики. Ну, так себе могу сказать, схрон. Думаю, конечно, будет интересно, но когда нужно будет, если лутать города, то можно этим как раз и воспользоваться. Ну, не знаю. Если у кого-то есть большое количество времени, вы можете, конечно, этим воспользоваться. Так, обратно возвращаемся на базу. Оружие мне очень сильно понравились, хотя изначально я их критиковал. А в реальности, так, при использовании брони и разгрузки, она просто показывает феноменальный, ну, по крайней мере, действие. Здесь у нас, к сожалению, дефицит батарейками сейчас происходит. Мы будем сейчас этот вопрос постепенно как-то решать. Так, фляга контрабандиста. Давайте попьем. Что она себе представляет? Ну, обычно пополнение 100 э, единиц. Также, сейчас минутку, здесь немножко житейский вопрос. Обратно закинем. Так, у нас что мы еще забыли показать, поэкспериментировать? Мы, получается, флягу получили, фонарик просмотрели, разгрузку сделали, все виды оружия, которые заполучили, мы с вами сделали. Кстати, этот дробовик тоже становится очень интересным, если посмотреть. Так, очки действия всего лишь одно, а урон, смотрите, какой очень мощный. То есть, получается, только дальность стандартная у дробовиков. Если посмотреть, то, мне кажется, даже при тактических использованиях эта пуха будет очень даже хороша. И получается Z9, пистолет, очки 2, которых можно воспользоваться. То есть берешь, например, наш лазер, этот пистолет, получается, можно взять. И представьте, какие будут твориться дела при непосредственно той броньке, которая у нас с вами есть. Ну, это просто будет зверь. Терминатор Т-800 будет просто даже отдыхать. Ладно, посмотрим, что в дальнейшем, как мы будем полностью делать. Я также думаю, даже вот эти, получается, совсем по-другому уже выглядят. Взрывчатка, смотрите, 3000. Пулемет. Ну, пулемет не так уж. Арбалет. Дальность слишком маленькая, но урон очень хороший. Кровопотери, длительность 4 хода. Автоматы у нас еще и есть. Надо их выбивать, надо смотреть.
использовать различными тактическими способами, я думаю, что мы можем много чего еще интересного с вами придумать использованию в тактических действиях. Так, это РПГ Везувий, да, у нас платненький он. И чем он же так хорош, что он такой платненький? Взрывчатка, гранатомет, дальность 5, очки действия 4, горение 100%, урон за ход 200, длительность 3 хода, ослепление 100%. Вот такие, получается, дебафы он накладывает, да, и поэтому он такой дорогой, почти 4000 тенге он стоит. Ну, мы покупать его не будем, так как мы не заинтересованы. У нас и так много других видов вооружений, которые у нас есть. Ну что ж, я думаю, наша серия подошла уже к концу. Если серия вам понравилась, не забывайте подписываться на канал, не забывайте нажимать на лайки для продвижения непосредственно данного видеоролика. Ну и самое главное, не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропустить выхода новых серий. Также убедительная просьба к вам, пишите в комментариях, как можно использовать, какими другими комбинациями можно использовать то или иное вооружение, которое здесь имеется, для того, чтобы мы были почти, ну, я не знаю даже, как можно слово подобрать, где у нас было бы вообще невозможно нас попасть. Ну, главное, мы получили разгрузку. Теперь будем проводить различные эксперименты и улучшения. И также мы посмотрим другие вооружения, как можно с другими сделать. И напишите, кстати, свои вооружения, которые вы непосредственно используете во время битв. Какие там 3 или 4 основных у вас имеются. И в итоге у вас они просто показывают феноменальные уроны. Ну что ж, все. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока. Пока.